Ребят, всех приветствуем на нашем канале. С вами Дима. И я Паша, всем привет! И в этом видео мы с вами поговорим о такой интересной теме, о продажах на eBay, о фишках на eBay, которые мы подсмотрели у американцев, или не у американцев, у англоязычных людей, чем они продвигают, каким образом они продвигают свой аккаунт, что они советуют. Ну, в этом видео мы обо всем расскажем, как мы применяем, как мы и до этого применяли то же самое, но как бы увидели это видео и оказывается, то есть это фишки. Ну и поделимся с вами, да, сегодня. То есть ты имеешь в виду, что, например, определенный какой-то стационарный магазин, если вы там у вас есть, то продажи на eBay это тот же магазин, который нужно поддерживать, который нужно окучивать, который нужно полоть, модернизировать, полоть. Явно видно, что у тебя огород был в 90-е годы, так же, как и у меня. Да, ребят, ну поехали, у нас 4 фишечки. И, кстати, в конце мы покажем, как мы это используем, какой толчок оно даст, не даст. Что-то же, блядь, толчок это не гамнабак. Тебе тоже, наверное, был в 90-х огород. Толчок это, в общем, вот такой, знаешь, вот такой, понял? Да. Вот это толчок, а не то, что ты подумал. Ну, в общем, у нас будет 4 фишечки, которые мы подсмотрели на eBay, которыми пользуются американцы. И я не сказал бы, что мы там все подсмотрели. Ну, просто да, тоже... Согласен. В основном это наш опыт, но просто они говорят, что это фишечки. Поэтому мы делимся этим с вами и покажем в конце один из наших аккаунтов, на котором мы продаем дорогие вещи. И там мы покажем, что дало, когда мы воспользовались вот этими фишечками. Ну, я еще хочу добавить, что это один из миллионов фишечек, которые можно пользоваться, можно придумывать свои. А свои придумываются как? Вы там можете... На опыте. Ну, не только на опыте, то есть наблюдение. Только с точки зрения наблюдения, ты там смотришь за своим аккаунтом, что-то сделал, там как-то раз продажи выросли, что-то сделал не так, продажи уменьшились. В общем, давайте поехали сначала. Первая фишка от Димона. Да, первое это то, что нужно постоянно выставлять какие-то лоты, то есть на вашем аккаунте должна быть активность. И с периодичностью там, если и каждый день, то вообще идеально. Если там раз в неделю, тоже неплохо, как бы, да. Но когда вы там месяц, 2, год не выставляете ничего на вашем аккаунте, то он, соответственно, очень сильно просаживается и падает в выдаче eBay. Я еще могу добавить, что тоже вот где-то, по-моему, тоже на YouTube смотрел у американских коллег, которые продают на eBay, они называют это живым магазином. То есть, если вы не выставляете, ничего не делаете в магазине, просто там добавляете количество товаров, я же говорю, там мы тоже подсмотрели, они их называют такие магазины мертвыми. Поэтому нужна активность чуть ли не каждый день в магазине. Это не означает, что вы там должны каждый день выставлять товары, там еще что-то. Может что-то менять, может что-то перевыставлять и так далее. Да, и вот по этому поводу я хотел сказать, что если, например, у вас нечего, то есть вы продаете один какой-то однотипный товар и нечего добавлять там, да, то можно некоторые вещи, которые плохо продаются, брать, убирать, выставлять как подобные, немножко менять там описание, название, цену, там, то есть много чего можно поменять, вплоть даже до картинки, наверное. Да. И название поменять. И eBay, роботы eBay думают, что это совсем новый товар, совсем новый листинг, и таким образом у вас поддерживается активность. Ну что, фишечка номер 2. Кстати, знаешь, что хотел... Нет, подожди. Еще первая? Да, еще первая. И вот хотел... Что-то жирный. И вот хотел добавить еще, что на некоторых позициях у нас есть очень хорошие продажи. Там, да, но эти продажи были там за год, за 2. И это отображается. То есть у нас, например, видно, что 25-30 позиций продано. Но такие вот листинги я, например, не убираю. Я бы оставил, чтобы люди видели, что этот товар хорошо продается. Потому что когда они заходят на листинг, они не видят, что это там было продано, не знаю, за год, за 2, за 3, там, а не за последний там, месяц. То есть им все равно. Им главное, что этот товар продается. Поэтому вот такие листинги я не переставляю. Переставляю только те, на которых совсем нет продаж.
и которые опустились где-то в рейтинге. Ну что, идем дальше? Да, погнали. Фишка номер 2. Давай. На каждом листинге вы можете установить 3 вида, как вы хотите продать. Это аукцион, buy it now, то есть купить сейчас за определенную сумму денег. А также вам могут предложить такой торг. Ну, договориться о цене, то есть, которая устроит и вас, и не вас. Я бы советовал принимать такие предложения. Естественно, можно немножко поторговаться. Это предложение может быть в ноль. Конечно, вы не можете там принять предложение, которое будет вам в минус. Естественно, зачем мы здесь собрались. Не, ну опять-таки, Паш, если есть какой-то небольшой минус, и вы готовы как бы свой магазин раскачать за счет того, что если будет... товар там стоит $100-150, а ты будешь его продавать в минус с рисками такими. Я считаю, что нет смысла. Смысла нет. А если товар стоит $10-15, и вы вкладываете в него минимум средств, и вам там будет минус $1, то это, конечно, я бы советовал. Я не могу убеждать вас, что вы там ничего не заработали, а зачем мы здесь, собственно, собрались, чтобы зарабатывать деньги. Но для дальнейшего это может повышать ваш рейтинг, и eBay видит, что вы принимаете это предложение, считает вас более таким коммуникабельным, более сильным продавцом. Ну да, и как будто, не как будто, а показывает это то, что людям все-таки интересен, да, ваш товар, и что они обращают внимание, пытаются купить этот товар, ну то есть идет активность опять-таки вашего магазина. И у нас, кстати, вот этот последний аккаунт, который не последний, надеюсь, не последний, с советскими игрушками, кстати, он очень туговато сейчас идет. Когда мы начинали, когда продавали такие вещи там в самом начале, там 4-5 лет назад, то намного веселее, быстрее, как бы люди разбирались, сейчас, наверное, много конкурентов. Ну, это, в принципе, немножко отступило от темы. Но хочу сказать, что нам там предлагали некоторые интересные предложения, мы бы были в плюсе, но мы отказались от этих предложений, потому что ждали там, не знаю, принцессу, да, в золотых туфельках, но она что-то не пришла, и теперь, когда я отказался от этого предложения, то немножко аккаунт просел, и очень мало предложений. Но, опять-таки, как всегда, не хочется им заниматься, потому что это индивидуально выставлять нужно каждую позицию. Легче один раз фотографировал и забыл. Да, погнали дальше. Ну, ты просто чересчур, короче. Да, совсем другую сторону. Расфусурил его. Ну да. Ну, в общем, ты на чем там закончил? Я кончил дело. Кончил? Да. Это фотка на заставку. Это фотка на заставку. Потому что я Бэтмен. Да. И вот, да, хотел еще немножко рассказать. Кто полчаса это будет слушать? И у нас уже третья фишечка, третий пункт такой. Очень простой с одной стороны, а с другой стороны непростой. Который дает какие-то свои результаты. Это, Толчок. Толчок, конечно. Нужно зайти на ваш аккаунт, посмотреть комментарии, на какие вы ответили, на какие не ответили, и обязательно поотвечать на неотвеченные. Если даже не требует там ответа, то, во-первых, можно написать «спасибо, пожалуйста» в таком духе. Ну, хотя будет странно, если полгода назад задавали, да, этот вопрос. Ну, в общем, либо отметить как отвеченный. Как отвеченный, да. Марк-анация. Ну да, отлично, с английским у нас. И, в общем, сделать, чтобы у вас не висело неотвеченных. Второе, что нужно сделать, это поотправлять все, что вы не отправили. Я много раз замечал, что если мы только отправляем товар, то сразу нам приходит новый заказ. То есть это очень важно. Алгоритмы eBay отслеживают это все. Согласен? Ну да. И третий, сюда еще же не только там поотправлять все, отправки сделать, поотвечать. Сюда еще можно отнести оплату комиссии. Там, да, продал там 2-3 дня, что-то попродавал, оплатил сразу комиссию. Периодически, да, я захожу и в течение там раз в 2 дня, раз в 3 дня я оплачиваю комиссии, потому что eBay любит активность и любит, когда вы оплачиваете ему деньги. И третье, знаешь, что я хотел? Четвертое, неважно какое. Еще нужно обязательно оставлять отзывы людям. То есть, если висит у вас, что вы не оставили отзыв, либо приходит сообщение, то есть, это не очень хорошо. То есть, обязательно нужно оставлять отзывы. Это опять-таки повышает
активность вашего магазина. Это еще магазина повышает коммуникации, то есть больше вероятность того, что человек оставит вам взамен или как в ответ отзыв. Ну и в идеале, конечно, когда у вас продался товар, сразу оставить ему отзыв, а потом уже оставлять номер отслеживания и так далее. Ну что, Ну, кстати, если знаешь, если нет продаж, если рейтинг стоит на 0, да, ваш, то самый, наверное, еще простой способ — это хотя бы брать и покупать что-то у людей, оставлять им отзывы, а не вам, ну, то есть, чтобы была все равно активность на магазине. Ну, естественно, это как набить рейтинг, у нас было уже видео, это очень-очень важно. Ну что, погнали дальше, да? Подожди, сейчас я смотрю. Ну что, погнали дальше, да? хочу посмотреть. Третий дубль. Ну что, погнали дальше, да? День. Ну и давайте поехали дальше. И такая странная фишка, на мой взгляд, не знаю, как Дима к этому относится. Ну, да. То есть в телефоне, либо там с другого гаджета. Но это от американцев. Это американцев, да. Такая фишка пришла туда из-за океана. В общем, установить приложение, полазить по своему аккаунту, может что-то задать, какой-то вопрос. Лучше скажи, ответить на английском самому себе, да? Да, то есть с телефона задать вопрос себе, там, ответить потом, ну, то есть, не знаю, странная штука. Кстати, очень важный такой момент, да, там, ну, я знаю, на Амазоне, на других там площадках, что если у вас нет продаж, там очень сложно рейтинг, да, себе первые какие-то продажи, то есть есть такие специальные люди, которые выкупают ваш товар, которые оставляют тот отзыв, который вам нужно. Ну, кстати, можно тоже пользоваться этим и выкупать свой товар. То есть люди зарабатывают на всем, да? Да, за деньги Мне делать себе отзывы. мне кажется, дешевле самому это сделать, не так уж сложно. Да, но все равно можно отследить отзывы у вас за покупки или за продажи, поэтому, когда нажимают, что вы классный продавец, то это добавляет вам каких-то баллов. И вот такие вот фишечки были от американцев. Будем рады, если вы напишите, чем вы пользуетесь, и если пользуетесь этими фишками, помогают они или нет. Также, если вас пользуетесь, пишите ваш результат, это очень важно и интересно. Ну и также мы сейчас покажем, что это нам дало, увеличило наши продажи, не увеличило. Это видео мы увидели там буквально месяц назад, и месяц уже экспериментировали на нашем аккаунте. Сейчас покажем вам. Согласен? Да, погнали. Да, поехали. Ребят, некоторые просят показать наш аккаунт какой-нибудь, ну и вот мы решили показать именно этот. Это один из первых, на нем в основном я зарабатывал деньги, он был топ-селлером, но времена меняются и сейчас, то есть здесь выставлены дорогие товары, но они продаются очень редко и, можно так сказать, сезонно. Вот здесь есть несколько продаж, там в районе $500, там 400, 250. Ну, то есть периодически что-то продается, и сейчас сезон, как вы видите, продажи возросли за последний 31 день на 78%. Это радует, ну, надеюсь, дальше будет лучше. Сейчас сделаем все, что мы только что говорили, это ответим на сообщения, оплатим комиссии. Начнем, кстати, с комиссии. Здесь 26 с чем-то, я их теперь оплачиваю регулярно, постоянно, оплачиваю с помощью PayPal. Все очень просто, нажал пару кнопочек и все оплатилось. И также мы поотправляли все, что нам нужно было. Мы сейчас находимся 14 марта, вот это последняя свечка, которая была последней продажей. И после этого, как вы видите, еще у нас есть 5 продаж. Одна из которых тоже на $500. Так что, если так смотреть на статистику, улучшились, не улучшились, очень сложно сказать. Продажи есть, продажи растут, но в принципе все хорошо. Так что вот такие вот результаты у нас на аккаунте. Надеюсь, это видео вам понравилось, а также будет полезным в дальнейшей работе и торговле на eBay. Либо вы уже пользуетесь какими-то фишками, пишите в комментариях, будем читать, также комментировать. Да, у нас, кстати, 4 видео подобных есть сейчас, очень даже интересных. Мы долго выбирали, какой из них сделать первое, второе, третье, четвертое, но как бы все по порядку поставили, и следующее видео будет тоже интересные, полезные, я надеюсь, для всех. Все, друзья, всем пока, спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал. Посмотрите, нажали ли вы на колокольчик, чтобы не пропускать наши видео.
Ну, в принципе, все. Всем Ну пока. что, и нас уже 5000. Да, спасибо большое вам за это. Всем пока. Пятерочка. Пока-пока.